Буранга! Продолжаю путь под Моросью. Да, все в таком облачном тумане. Мелкая морось. Вот красивые горки, осыпи выступают прям ровной долины. Жалко, конечно, что нету солнышка, но что поделать? Такие они суровые, эти горы. Редко здесь показывается солнце. Когда идешь в такую погоду, главное, чтобы комплект одежды один оставался сухим. Потому что под моросью, конечно, немножко намокаешь. А в гидрокуртке все-таки еще жарко. Не хочется не идти. На самом деле погода неплохая. Морось настолько не сильная, что я уже скорее просыхаю под ней. Потому что все-таки небольшое дуновение есть, ветерка. Больше просыхаю, чем мокну. Да, горы в тумане, это, конечно, грустно. Но зато у меня рюкзак полегчал. И я вчера еще отдохнула. Рюкзак, наверное, где-то 27-28, наверное, весит. Еще газа у меня 2 баллона полных осталось. И немножко. Один еще уже заканчивается. Ну вот еды где-то на 3 недели, если растягивать, то хватит. Но там впереди будет рыба, так что все нормально. Первый раз увидела не быков, а оленей наконец-то. Побежали к моему перевалу, и мне туда же. Как вы думаете, куда ведет перевал с ручья ожидания? Правильно, на речку Жданова, куда я иду на сплав, на заключительную часть маршрута. Надо сказать, что пересечение гор Буранга прошло самым простым путем, таким, которым может пройти любой овцебык, без всяких сложных перевалов. От тех гор я пришла. Сейчас вот этой такой долиной, хорошо, не сильно, вообще не заболоченной практически. С горной тундрой. И вот тут вот, за этим пологим хребтиком лежит перевал на реку Левая Жданова. А еще я ожидаю просветления в облачности. После дождей тундра залита. Мокро там, где раньше все было сухо. Вот и показался ручей ожидания. А впереди, под облаками, проявились ворота перевала на реку Левая Жданова. Мой путь туда. Вот она, замечательная дорожка. Да, погода, видно, решила, что нечего с такими упрямцами тут спорить, которые идут в любую погоду. И улучшилась погода-то. Облака-то поднялись. 540 метров высота перевала над уровнем моря. И я сейчас уже почти, ну, тут на него метров по высоте, может, 50. То есть он совсем не крутой. Я сейчас выше долины. Долина ручья ожидания. В земле вот какие трещины, разломы. Придется мне сейчас потерять все-таки высоту, спуститься в долину ручья, чтобы
не ходить тут траверсами здесь. Распадки ручейков впадают. Так что я, может быть, уже почти на высоте перевала. А вот это самый натуральный корм оленей. Цитрария исландика. Исландский мох его называют, но это лишайник. Самый лучший оленей корм. Ой, нет, это, похоже, это камнеломка, а не мое кислое растение. Хотя... О, похоже, это щавелек. Так. Да, кисленький. Все, значит, и мне есть корм. Витамин С. Долина ручья ожидания. Широкая ложа. Иду вверх. Сейчас пока перекусила конфетами. Последними. Теперь хочу сделать обед прямо на перевале, на горелке. Дождик то больше, то меньше, но совсем не утихает. Вот здесь развилка ручьев. Почти перевал. Оттуда снизу я иду, сейчас обедала под проливным дождем. Думала, все. Но нет, вот опять облака чуть поднялись. И вот я иду на перевал. Здесь чуть-чуть осталось. И уже будет спуск к реке Левая Жданова. Но я успела выпить горячего чаю, съесть 2 баранки. Так что у меня есть силы перевалить и спуститься до хорошего места. Я думаю, что все будет нормально. Я не замерзну. Вот и показался перевал. Все. Осталось совсем чуть-чуть. Вот он. Вот он. И там уже река Жданова, которая течет к Карскому морю через реку Ленинградскую, минуя озеро Таймыр, сразу в Нижнюю Таймыру и Карское море. Ну то, что мне удалось вскипятить воду, закрывая горелку собственным телом под проливным дождем, никогда в жизни так вот не думала, что можно закипятить чай. Это меня спасло. Я выхожу на перевальную точку, и даже солнце немножко подсвечивает мне сквозь облака. Уже появилось одно пятнышко голубого неба. Вон там. Вот он, путь подъема. Уже все, выположился. Это путь быков. Вот видны их следы. Они ходят, конечно же, ходят тоже через перевалы. Осваивает новые земли, новые пастбища, открывают новые горизонты. Я понимаю. Ну вот, кажется, нет, сейчас еще в эту сторону ручей течет. А вот, кажется, уже появляется уклон в другую сторону. Сейчас посмотрим, куда ручей течет. Неужели, где это водораздельная точка? Здесь мне уже кажется, в ту сторону текут ручьи. Пока вообще не текут. Нет, все. Во. Все. Течет уже туда. Значит, перевал пройден. О, ура! Ура! Далекий склон, откуда я пришла, прощается со мной, подсвечивает мне. Счастливо. А мой путь теперь, мой путь вот в эти горы вниз. Это уже предгорье, северное предгорье Барангов. И там река Жданова выходит на равнину практически. Выходит из гор. Солнце! Солнце! Ура! А ведь я перевалила не только горы Баранга. Я перешла некий рубеж. Вошла в другой климатический пояс. Попала в зону арктических пустынь. Дальше будет еще суровее. Итак, я стою на слиянии двух ручьев, откуда, собственно, начинается река Левая Жданова. Стою уже второй день, непогода, морось. За перевалом дул южный ветер, было теплее. Здесь дует с северо-запада, с Карского моря.
несет постоянную морось, все время дождь. Но уже пережидать нет времени, надо идти дальше. Вчера мне удалось высушить на себе штормовку и флисовку. Сегодня буду идти только в гидрокуртке. Здесь нельзя мочиться, потому что здесь ничего не высыхает. Невозможно высушить. Никак, только на себе, в спальнике там. Мне надо пройти еще 8 километров. Там впадает уже река Жданова, а вскоре и правая Жданова. И можно, я надеюсь, будет сплавляться. Главное, чтобы не было больших обломочных камней в русле, потому что здесь сейчас будет достаточно, еще крутой участок. Мне главное не пропороть лодку в начале, потому что в такую погоду, конечно, плыть не очень приятно, сплавляться. Но ничего не поделаешь, сидеть здесь уже нет никакого резона, надо продолжать маршрут. Ну что, до свидания, сухой клочок земли, высушенный моим телом, где стояла моя палаточка. Я отправляюсь в дальнейший путь. Но я надеюсь, погода будет все-таки днем улучшаться. И там я спущусь еще на 200 метров. Может быть, там будет теплее. Или облачности будет меньше. Вот оно, слияние двух ручьев, двух истоков реки. Левая Жданова. Отметка над уровнем моря 441 метр. Да, это заключительная высокая горная гряда, которая стоит на моем пути на выходе на равнину. Надо же, тут растут какие-то грибочки. О, очень вкусно пахнут. Типа наших груздей, что ли. Что-то засолки какие-то. Ух ты. Как рыжик. Может, это рыжик? Не, но есть я не буду, конечно. Я лучше до рыбы дойду. Да, первые грибы, надо же. Такие настоящие, хорошие. А речка Левая Жданова, вот, временами входит в одно русло. Очень становится такой красивой. Но, слава богу, она пока еще мелкая, и легко переходить вброд, потому что сплавляться на участках крутого падения, где недостаточно воды, в общем-то, не очень хорошо. Так что лучше здесь идти пешком. Вот такая красивая полосатая осыпная горка по борту долины провожает меня. Горы Баранга потихоньку остаются позади. Одна высокая гряда еще только ждет моего прохождения. Но там мы уже с речкой Ждановой. Я думаю, ее пройдем. Подхожу к слиянию, а горы, снова горы все выше и круче. Заманчивое ущелье. Будет ли там проход по воде спокойный? Я подхожу к стрелке, к слиянию двух рек. О, какая синяя вода! О, здесь должна быть рыба, мне кажется. Вот она, слияние.
Ну и как полагается, я пошла чуть ниже, из первого же заброса, вот здесь вот, не в самой струе. Взял отличный крупный хариус. Все, сейчас буду полноценно обедать. Спасибо тебе, дорогой. Ты подарил мне обед. Отлично. Еще пару забросов делаю. Но больше рыбы пока не ловится. Видно, я ее напугала. Но мне пока больше не нужно. Ну вот. Сейчас будет у нас полноценная уха. Отличный обед с отличным видом. С видом на горы и реку. Но сначала горячий сладкий чай с баранками. Эта баранка прошла этот трудный путь и осталась такой же, как была в начале, круглой, не сломалась. А уха-то у меня с печеночкой и вот с приправами туда так или иначе вот маленькие листики ивы попадают. Там где-то еще икра даже есть. И в прикуску с витамином С, щавельком. Очень хорошо, очень. Думаю о том, что, ну ладно, даже если пропорится дно, главное, чтобы держали баллоны. Главное, уж как-нибудь на них навяжу каркас из палок. Правда, у меня их мало, конечно. Всего 2 посоха и палка-штатив. Но как-нибудь коврик навяжу так, чтобы распределить вес именно на баллоны. И на них положить вещи. Хоть как-то сплавляться. Пусть даже дно будет течь. Но чуть-чуть-то клей у меня есть. Это если уж совсем издерется дно. Облачка потихонечку. Но поднимаются, становятся более радостными. Итак, сегодня 20 августа. Начинается 3-й заключительный этап моего путешествия через Таймыр на мыс Челюскин. Не думала, что у меня выйдет, дойду сюда. Первые 2 этапа были очень сложные. Подходы к горам, пересечение гор Баранга. И вот самый, можно сказать, отдыхательный этап. Связка 3 речек, сплавиться надо вот по этой реке Жданова, потом по Гольцовке, потом по Серебрянке и дойти уже до мыса. Позади где-то 450 километров пути, впереди примерно 340, наверное, вот так вот. Я думаю, за 2 недели смогу одолеть. Главное, чтобы погода была более-менее нормальная. Не было, чтобы встречного ветра, чтобы лодка у меня не пробивалась на перекатах, на камнях. Вот. 12 июля я рассталась с жителями поселка Новорыбный. Вот сегодня 20 августа, считайте, сколько дней я уже не видела людей. Вот. Но, надеюсь, встречу на мысе Челюскина. Точно. И все, теперь сплав по реке Жданова. 125 километров надо пройти. Все готово к сплаву, вещей стало меньше, рюкзак убираю в гермомешок, чтобы не мочить его, на нем я еще буду спать. Что сказать, воды хватает, вот еще вливаются протоки реки Жданова. Я сейчас же с левой Жданова, со стрелки начала, слияние рек Левая Жданова и Жданова. А сейчас впереди, вот здесь вот через пару километров справа, вот вдоль этих гор идет река Жданова, правая Жданова. Еще придет вода. И надеюсь, что можно будет сплавляться, не выскакивая на мелководных перекатах каменных. Можно будет находить проходы. Ох, это будет здорово. Вот так можно действительно будет тогда отдохнуть. 7 футов под килем. Желаю тебе
мой каячок милый. Ох, какой останец на седом склоне горы. Да, воды хватает, течение вполне нормальное. То быстренько, то вот чуть послабее течение. Но сейчас за поворотом выйду из гор, там посмотрим, что будет. Главное здесь еще не пропороться пока камни. Пока крутое падение. Какой красивый тут участок сплава. Это сзади, как будто сзади маленькие горки. Но за ними-то там высокие снова. Грядами идут баранги. Плыву навстречу какой-то нереальной картине, как будто сейчас вот упрусь в эту стенку, и там речка кончается. Ну какие грандиозные, тут еще горы, ух! Вот это да! Со станцами, со сыпями. Ой, а там-то! Какие ворота выходные, выхода, и там такие стоят, ух. Какие красавцы. Стражи выхода. А вот и впадение реки Правая Жданова. Ну как здесь не порубачить? Мне на день надо, наверное, 3 рыбы, утром, днем и вечером есть. Сейчас попробую забросить. Полюбуюсь сначала несколькими рукавами, что во что впадает, все не знаю. Тут это течет Жданова, по которой я иду, и вот там она выходит уже практически из гор. Горы, как на параде, выстроились с покрытыми головами, спускаются осыпями прямо в воду. Прощаюсь, выхожу из них. Все, до свидания, горы. Скорость. Вот и камешек. Ну, идем. Красота. Я просто чуть не плачу от счастья. Думаю, здесь придется бороться за жизнь каяка. А тут так все здорово. Действительно отдыхаю. Наконец-то наступил этап получения удовольствия, а то были очень сложные моменты на подходах сюда. Ой, красота. Изначально я планировала пройти эти 125 километров сплава за неделю, чтобы не спеша, чтобы с рыбалкой. Но сейчас, думаю, надо пройти быстрее, дней за 5. Даже и быстрее. В общем, чем быстрее, тем лучше на самом деле.
Но вот здесь сейчас, на выходе из гор, прям невозможно спешить. Хочется любоваться и любоваться. Что это за станции? Какими породами сложены? Не знаю. Все, ужин есть. Ужин есть. Вот на таком красивом месте, где несколько проток впадает. Вот здесь вот поймался. Ох ты мой красавец. Все, ну, больше не буду сегодня ловить, уже завтра буду. Такой вот хорошенький. А вот и снова овцебык попался мне. Так, где он? Вон он. Перекат. Вдалеке. Виду овцебык. Так. Наблюдает. Облака опустились, но еще высоко. Вот я встала в замечательном месте. Здесь не везде коренной берег подходит к реке. Она на протоке сейчас делилась. И вот у меня тут такая замечательная лужайка, хорошее покрытие. Вдали голубое небо, а завтра, может быть, мне посчастливится сплавляться под солнцем, буду надеяться. Сейчас холодно, но сухо. У меня все уже поставлено, все приперто камнями от ветра. Хариус уже приготовлен к варке, вода набрана. Осталось расстелиться и получать удовольствие. Наконец-то я на реке сплавной, настоящий, где не надо выскакивать поминутно. Вот счастье-то точно. Ночью был туман, вообще не было видно склонов гор. Сейчас вот чуть-чуть поднимается. В 8 утра. Ночью все так же светло. На другой стороне гуляет мой вчерашний знакомый овцебык. Вот он. Надо сказать, здесь за хребтом пока гораздо меньше всякой травы, корма. Вот опять меня увидел. Наблюдает. А ветер поменялся, южный, но такой небольшой, может быть, все еще изменится. Но южный мне как раз попутный. Потому что река здесь в основном сейчас на север течет, потом будет подворачивать к западу. Туман немножко опустился, то есть поднялся. Я от него ухожу вниз. Речка несет. Знай, подправляю в нужные протоки. Ой, вот не сработало весна, немножко чиркаюсь. Ой, как хорошо. Настоящий отдых. Да, вершины горок то скрываются, то выплывают из тумана. Хочется плыть, но не хочется быстро проходить эту речку. Не хочется плыть без видов. Двоякое чувство. Здесь так хорошо. Только прохладно. Воды хватает. Уже глубина, вода более синяя.
Эх, прощайте, горы, еще раз говорю вам. На перекатах, бывает, подпрыгиваю, отжимаюсь руками на баллонах, только бы не повредить днище. Но ничего, заплаты держатся, новых дыр нету. И некоторые перекаты вот провожу. Спиннинг наготове, ловлю на некоторых местах, но пока что-то безуспешно. Глыбище было. И опять здесь это какая-то удивительная порода. Ой, мягкая. Что это такое? Кристаллики. О, какая. Не знаю, что это. Здесь какая-то светлые камни, скалы. Здесь такая порода. Ой. И речка моя Жданова. В сером лишайнике. Гладкие здесь эти скалы. Речка сейчас постоянно делилась на протоки. Шел дождь, было холодно. Я так хотела есть, кидала, но что-то хариусы не брали. И тут я заприметила хорошее место. Сразу не стала здесь бросать. Причалила. И вот что меня взяло. Нежданно, негаданно. Красное, голец. Я думал, гольцы будут на Гольцовой, они уже здесь начались. Это такое счастье, а то я сегодня уже завтракала без рыбы. И очень хотела съесть, и сейчас вот уже можно, в общем, наесться и быть уверенной в завтрашнем дне. Надо же, вот это да, на ту же маленькую блесну. Вертушку. Во какая! Счастье, просто счастье! А здесь река делает такой длинный перекат. Ну, перекатов-то было много, но вот чтобы такие ямы были. И тут ямы. Я подкрадывалась вот аж с этой стороны, подошла. Зачалила лодку, кидала, ничего не брало. Но потом все-таки и бороды были, у меня руки все замерзли, еле распутала. Потом все-таки вот сюда вот кинула и взял этот голец. Спасибо тебе, дорогой, ты меня спас. Чтобы спокойно пообедать, чтобы меня не тревожил холод и дождь, который может сейчас снова пойти. Поставила палаточку, но так быстро, на колышках, без камней. А вот какой подарок мне приготовил голец. Ха, он оказался икряным. Сейчас буду малосолку еще делать. Ух, похоже, жизнь налаживается. Варю в 2 этапа на горелке, конечно. Это были верхние куски, сейчас я их вниз положила. А те, которые были внизу, вот они уже готовы. Ну, конечно, голец это что-то. Это бесподобная вещь. Мягкая, вкусная. Из этих гор я пришла после сытного обеда. Не хочется сразу плыть дальше. Я медитирую, смотрю на окрестности. Вчера полдня, да и сегодня уже больше половины. Все, плыву, а горы, кажется, еще совсем рядом.
работы снега начались. Пересекла я 75-ю параллель. Или уже 76-ю. 75-ю, наверное. Ну, в общем, какую-то кратную пересекла недавно. Никогда еще не была так далеко на севере. О, какие водоворотики! Что бы значили вот эти облака? К ухудшению или к улучшению? Ха. Да, такая необычная скала. Ну, там все было. На протоке разбито мели. А тут река собралась. Ох, вообще плиты перпендикулярно поставлены. Да. Что тут делала? Что тут делали геологические процессы в доисторические времена? Интересно было бы глянуть. Ох, вообще. Красоты красотами, но в этот вечер я очень долго не могла найти подходящего места для стоянки. Неделю не было такого солнца. И вот оно наконец вышло. Этот пятачок более-менее ровный и, главное, сухой тундры, где вода не чавкает под ногами, где ты встаешь и не проваливаешься в какое-то болото. Вот весь вечер вчера несколько раз вылезала, чтобы найти место. Тундровая растительность далеко отступает от берегов, часто они каменистые. В 6 утра, потрясающее освещение. Сейчас бы спать и спать еще, но солнце зовет в путь. А вообще-то это редкое утро, когда можно хоть что-то просушить. Ну, даже портянка не до конца подсохла у меня. Хлеба нет, но я держусь. Прикуску с маслом, пусть и топленым, ну туда. Утреннее солнышко порадовало, а сейчас уже все-таки облачка набежали, только дальние горки еще светятся. Уже с утра начал подниматься сильный ветер. Он, правда, с юго-востока, это здорово. Он сейчас мне попутный. Но он унес кусочек моего коврика. Я его
опрометчиво выложила просушивать утром и как следует не привалила камешком. И вот сейчас я плыву и все время всматриваюсь, может быть, она могла, этот кусочек пенки мог улететь только на воду. Но вот никак не могу его найти. Куда-то его прибило, унесло. Ладно, обойдусь без него. Без управления меня разворачивает. Сзади еще видны горы. Может, предгорье. А небо все-таки постепенно затягивает. И ветер, холодно. Утром шла еще просто в штормовке, но сейчас уже надеваю гидрокуртку. На возвышенностях вот такие холмики встречаются. Такие мерзлотные бугры вспучивания, служащие обзорными точками для местной фауны. На тундре сохранился старый след вездехода. Были когда-то люди. Ветер все разгуливался, а я все гребла и гребла и вошла в какое-то оцепенело медитативное состояние, когда уже даже и не хочется вылезать на берег. Еще и дождик подтянулся. А вообще-то весь день думала, дойду ли до намеченной точки в конце того участка реки, где горизонтали подступают вплотную к воде, где река течет в крутых берегах. Но даже на часы не могла посмотреть, чтобы оценить скорость, ведь они были под гидрокурткой. И на карту-то и то изредка смотрела, в перерывах, между зарядами дождя. И чернильные тучи впереди что-то ничего хорошего не предвещали. Готовится к отлету. Необычные здесь скалы такие.
И мостовая. Интересная такая плита. Лапа дракона, в общем. Такая вот. Ух, какие потеки. Эко изворачивала слои. Прям в разных направлениях. Сжимала, мяла. Я уж не знаю, что тут было. Попробовала я испытать счастье здесь, у скал на глубине, но ничего не ловилось. Вот там типа грота что-то. А вот какой я встречаю след людей. Здесь стояла, видно, палатка такая прямоугольная, привалена камнями была. Геологи. Раскладушка. Ну, не знаю кто. Бочки. И вот даже дрова. Такое полежка большое. Тяжелое. Погода опять. Дождь пошел. Не держится хорошая погода. Что-то не держится. О, очередные полосатики. Полосатые скалы. Надо туда не врезаться. Снова скалы на повороте, но это уже побольше. Повыше. Казалось бы, под скалами должны быть пороги. Нет, река здесь все уже промыла, прочистила. Какие даже перекатики. Чайки тут облюбовали скалы. А тут вода сочится. Я думаю, это грот какой-то. Нет. Распадочек маленького трещины, в который ручей стекает.
Ну, просто птичий базар какой-то. Еще одна такая птица. Все ясно, у них тоже вон птенцы еще. Молодая чайка цвета. Поэтому взрослые волнуются так. Да не трону я вас. Ну и все, в общем-то, они непродолжительные, эти скалы. Туча с хвостиком. Долго я приближалась к этой страшной туче. И вот во второй половине дня я въехала под это длиннообразное облако с хвостиком. Какие начались шквалы и с ливнем. И мне ничего не оставалось, как греться в гребле под нескончаемым дождем, под этим попутным ветром и облаком. Закончила я сплав по речке Жданова. Не совсем как рассчитывала, но очень рада, что так получилось. Сегодня прошла немеренное количество километров, надо будет посчитать. Впереди каньон сложный, но на речку Гольцовую можно идти отсюда. Я тут еще с местами не очень. Фу, еще дождь идет все время, вообще. Под дождем сплавляться не сахар. Так что я рада, что я закончила эту водную часть. Вон там порог. Поднимаюсь от реки, здесь не так высоко, но зато здесь классное место силы. На стрелке и вообще хороший обзор. Главная поляночка. Здесь сейчас таких полянок днем со днем не найдешь. Чем севернее, тем чаще хуже тундра. Вот, а тут я нашла местечко на разведку, когда ходила. Там чуть ниже, вернее, чуть выше, там вертолеты видно, там бочки стоят. Или эти, вот мое местечко, здесь будет все. Оба! Но главное, я не пробила лодку, это такое счастье. Тут один порог только был у меня, вот я его чуть-чуть даже провела. Ну, порог, это значит резкий перепад, ступенька. Ну, там большие валы были, надо, и перепад не видно было, с воды просмотрела. Но впереди там что-то страшное, хорошо, что я дальше не пойду. До окончания сплава я минимум 2 дня еще должна была идти, а вот за 1 день прошла. А ничего, если лучше буду стоять на месте, вот здесь рыбу буду ловить. У меня еще, правда, есть пока, но если что, завтра постою, не пойду в плохую погоду. А то я сегодня прогребла, ни разу не перекусив, потому что ветер, дождь, в такую погоду вылезать, готовить, палатку лишний раз ставить. Ну, я догребла уже. Вот так вот. Я сегодня кусочек пенки унесло. Вот я камнями прикладываю, чтобы не унесло лодку. И сейчас буду собирать камни, ставить палатку. Воду унесла уже. Туча, которая поливала меня всю дорогу, похоже, уходит восвояси. Такой мощный пробег, длинный перегон. Мне еще попутный ветер, конечно, сильный попутный ветер был еще. Он помогал. Ну, по крайней мере, не мешал. Не ела сегодня больше 12 часов. Прогребла, сейчас посмотрела, около 50 километров. Вот что значит полноценное белковое питание. Красная рыба, конечно, жирная. Ну, икра. О, все закипел. Сейчас буду сначала отпиваться чайком. Шоколадку не съела свою. 3 кусочка законных. А потом уже буду уху варить. Хорошо, я еще хариуса поймала. Да мне хватило этого гольца, мальма, скорее всего. Хватило на
Ну вот третий раз уже добавляю хариуса. Но зато долго работает. Так вот. Пока варится уха, я начинаю стелить постель. Дело в том, что пенка, на которой я сплю, она у меня еще порвалась на две части, она едет в лодке. Дно. Это дополнительное дно, чтобы, если пробивают камни, чтобы меньше пробивало, если пробивают, чтобы сильную дырку не делали эти камни. То есть это необходимая такая вещь. Ну, сейчас вот у меня уже это не сохнет давно, приходит. Ну, я всегда протираю, вот тряпку у меня в портянке. Пытаюсь оставить на улице сейчас сушить. Сейчас ничего не сохнет. Вот, ну, всякие ямы, неровности. Гидрокуртку можно положить вот здесь под голову. Для профилирования, так сказать. Гидроштаны. Дальше. Коврик. Ну, так как он мокрый, я сверху в среднюю часть тела кладу спас-жилет. Вот так. Он у меня сухой. Вот сюда я клала. У меня был еще такой кусочек пены. Сегодня он уплыл. Я его оставила утром сушить. Он улетел. Вот у меня есть еще два таких кусочка. Это я подстилаю под плечи дополнительно. А сюда теперь даже не знаю, что стелить. Ладно, я сюда лучше эти части положу. Туда палатку буду. Дальше сюда в ноги у меня второй кусок пены. Ну, тоже он влажный. Делаю с перекрытием. И сюда я стелю рюкзак. У меня вот сейчас сухой рюкзак. Ну, когда в лодке, то он едет в первом мешке, поэтому сухой. Вот эту часть, спину, поясной ремень стелю вот сюда, вот так вот. У меня получается, здесь тоже такой сухой слой. Сухой слой. Дальше под коленки я кладу, у меня шерсть овцебыков. Коленки кладу с двух сторон. Так, дальше. Ну, так как мокрый коврик все равно, сверху я сейчас палатку стелю. Палатка уже не нужна, потому что давно уже не нужна, комаров нету. И я ее как дополнительный слой использую, ну, как изоляция от влаги. От влаги. Так, это мои вещи, это подушка. У меня, ну, как подушка, здесь я еще одену на себя что-то. Там свитер и шарф, я его на пояс наматываю. А вот еще запасные носки у меня есть шерстяные. Вот, это моя палатка капроновая. Я ее стелю просто вот как для тепла. Для тепла вот так вот вниз. Потому что больше всего от земли холодно. И уже поверх вот этого всего я стелю первый спальный мешок. Первый спальный мешок у меня такой легенький, полкило весит, какого-то синтетического утеплителя. Вот то у меня был Примолов, такой другой. Я его стелю. И уже сверху, вот поверх всего этого, я уже расстилаю второй спальник пуховый, в котором и сплю. Вот такое у меня спартанское ложе. Но зато все вещи, как бы, они... Спас-жилет не только коврик, но и спас-жилет. Рюкзак не только коврик, но и рюкзак. Ну и ковер, не только ковер, но еще дно лодки. Вот так вот приходится действовать. Вот. Значит, коврик мокрый. Ну, он такой влажный. Снизу всякая герма. Палатка. Спас-жилет. Ну, сверху один спальник. Здесь шерсть овцебыков. Здесь вот так вот спальник. Ой, не спальник, рюкзак. Сверху спальник. И все, теперь можно залезать уже внутрь. Я в одном пуховом сплю. Один раз мне приходилось два спальника залезать. Ну, на самом деле, он сильно отсыревает от земли. Поэтому, если так уже спать, во второй не залезешь. Ох, сейчас высплюсь. Что у меня сухой тем временем.
Уха на подходе. Но еще верхние слои не закипели. Я так чувствую, если таким темпами пойду, у меня еще останутся продукты. Ну, посмотрим сейчас, как непогода вдарит. О, остался у меня лишь запах, да картинка. Итак, 18 августа от стоянки на ручье Седой я сделала заключительный перевал через горы Баранга от ручья Ожидания на левый приток реки Левая Жданова. Сутки пережидала непогоду у отметки 441 метров над уровнем моря. Затем дошла до слияния рек Левая и просто Жданова и начала сплав от отметки 365 метров над уровнем моря. Реку Жданова я прошла за 2,5 дня. Это около 100 километров сплава. И решила начать волок на реку Гольцовая от безымянного притока справа на северной излучине реки Жданова у отметки 106 метров над уровнем моря. Итак, 130 километров по маршруту прошла я за 5 дней, включая день пережидания непогоды.